Хвича набирается сил перед Лигой чемпионов, Жорж Микаутадзе опять побеждает, ну а Георгий Гулиашвили просто разрывает боснийскую лигу. Обо всем этом прямо сейчас. Поехали! Друзья, всем привет! Ну вот какое-то время мы не виделись, были у меня переезды. Так вот, знаете, с наскока я записал аналитику по матчу Хвичи в Кубке Франции, потом хотел сделать отдельный выпуск по матчу с Лилем, но, знаете, там Кварацхелия вышел где-то в концовке, ничего такого выдающегося не было. Тем не менее, мы сейчас про эту игру поговорим. Потом хотел сделать отдельный выпуск про Жоржа Микаутадзе, но тоже, знаете ли, он посмотрел, как-то меня не вдохновило. Ну, давайте обо всем по порядку. Начинаем с Хвича Кварацхелии. Матч ПСЖ Лиль. Ну, не знаю, какая интрига может быть еще в чемпионате Франции. Вроде бы все понятно. И все понимает Луис Энрике. Он, знаете, как такой эстет, жонглирует игроками, как какими-то блюдами в меню. Вот сегодня мы попробуем смешать Баркаля с Дембеле, а завтра мы попробуем Хвичу и Рамуша. И вот так вот он жонглирует этими футболистами, и я думаю, что какую же сумасшедшую вариативность он дает этим своей команде. Мы сделаем отдельное превью еще по матчу с Ливерпулем, но здесь хотелось бы поговорить именно про матч с Лилем. Вот Хвича здесь остался в запасе, видите, вот такой состав был у Парижа. С первых минут очередная у нас была новая тройка. Это Баркаля, Дембеле и Рамуш. Рамуш был в центре нападения. И, в общем-то, с первых минут у Парижа все получалось. Неспешно, так спокойно. Они раскатывали оборону. Я бы, наверное, выделил, что вот в этом сочетании игроков было больше командной игры. Вот хотя бы посмотрите на вот этот гол. Если не ошибаюсь, это был второй гол в матче. Вот именно командное взаимодействие. Знаете, друг друга все чувствуют. Но вот этого креатива, который дает Хвича, его не было, на мой взгляд. Опять же, были какие-то попытки, но у Баркаля мало что получалось. Дембеле все-таки он футболист другого плана. Но, тем не менее, в первом тайме уже все было понятно, 4-0. Я ждал, выйдет ли Хвича в перерыве, он не вышел, вышел лишь на 64-й минуте. Добавил, наверное, какой-то остроты, креативности, но в целом, ну что выходить уже при счете 4-0, как будто бы уже все понятно. Тоже там, знаете, можно какой-то аналитикой заниматься, но это несерьезно, потому что, ну, действительно, времени мало, и при таком счете, ну, как-то оценивать действия игрока, я думаю, это будет лишним. Но, тем не менее, вот пару моментов я все же выделил. Это голевая передача на Баркаля, мяч не засчитали из-за офсайда, было несколько успешных обводок, были, кстати, и потери. Лиль в итоге один мяч все-таки отыграл, счет 4-1. Но давайте посмотрим вообще, что у Парижа в этом году. Статистика матчей: 16 игр в этом году, 15 побед и 1 ничья. Кстати, 1 ничья в том самом дебютном матче Хвичи против Реймса. Ну, какая-то сумасшедшая статистика. Посмотрите на цифры Дембеле, он всего 3 игры пропустил из этих 16. И у него уже 18 голов в 13 матчах и 1 голевой пас. Я не знаю, что способно его остановить. Возможно, это будет Ливерпуль, а может быть и Ливерпуль не остановит. Но мне кажется, что вот в этом сезоне у ПСЖ прямо вот все складывается, чтобы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Ну, разве что жеребьевка не складывается, потому что все-таки Ливерпуль, ну, наверное, это сейчас самая сильная команда. Но, повторюсь, про Лигу чемпионов пока не будем. Все-таки матч в среду, мы о нем еще поговорим. Кстати, у Хвичи 11 матчей, у него 2+3 на данный момент в Париже. Но, знаете, это такие обманчивые цифры, потому что, повторюсь, я в прошлых видео об этом говорил, что, ну, креатива гораздо больше и действий полезных гораздо больше, чем мы можем видеть по статистике. Ну, то есть не стоит думать, что вот та статистика, то, что у нас есть, это вот все, что сделал Хвича для Парижа за прошедшие месяцы. На самом деле это не так. Ну и посмотрите, какой график ожидает Париж в ближайший месяц. Здесь помимо 2 матчей с Ливерпулем будет еще Марсель, встреча с Сент-Этьеном и Зурико, еще одно грузинское дерби. И потом полуфинал Кубка Франции с Дюнкерком. Ну, в общем, потрясающий месяц, во многом решающий для Хвичи. И я напомню, что еще матчи Грузия и Армения. Дай бог без травм, чтобы вот и сборная Грузии была в полном составе, и здесь, в Париже, чтобы максимально Хвича мог себя проявить тоже. Ну и давайте пару слов еще про Жоржа Микаутадзе. Его Лион проводил непростой матч против Бреста. Брест, который просто был унижен, уничтожен Парижем со счетом 10-0 по сумме 2 встреч. Вообще без шансов. Да, создавали моменты, что-то там пытались, но так это, знаете, без вариантов, я бы сказал, было все равно. А вот Лион начал свой домашний матч, быстро пропустил, 0-1 счет стал. Потом Жорж Микаутадзе, кстати, он вышел в старте и все 90 минут отыграл. Я даже смотрел трансляцию, комментатор говорил, ну вот, наверное, сейчас его заменят. Ну вот сейчас заменят. Нет, Жоржа не поменяли. До конца он отыграл. И вот в первом голе принял участие.
Потом тоже какая-то была возня. Вот, знаете, было ощущение, что Фонсека немного замедлял игру Лиона. И, конечно, это было не очень комфортно для самого Жоржа, хотя несколько там удачных у него действий было. Но повторюсь, что этот матч я хотел очень подробно проанализировать, но оказался он не таким ярким, как я ожидал. В итоге Лион победил со счетом 2-1, Ляказет там стал главным героем, во втором голе уже Жорж участия не принимал, потом Фонсека взял, скажем так, внимание на себя, устроил там скандал, чуть ли не ударил судью, его удалили, и мне кажется, что очень долгая дисквалификация светит Фонсеке, но главное, что не Жоржу, и будем надеяться, что на игру Лиона это глобально не повлияет. Сейчас 6-е место, 39 очков, еще до зоны Лиги Чемпионов нужно будет поработать. Ну, а Жоржа, кстати, 10 плюс 3 в этом сезоне. Неплохие цифры уже. Тем более мы с вами прекрасно помним, как тяжело начинался сезон для него в Лионе. И вот сейчас будто бы он как-то разогнался, расстрелялся. Но надеюсь, что и в Еврокубках будет удачно. Кстати, на этой неделе против ФКСБ румынского играет Лион. И я думаю, что, конечно, надо идти дальше. Немного о других новостях. Продажа билетов на матч сборной Грузии. Грузия-Армения. Уже будет аншлаг. Буквально там за 5-6 часов все разлетелось. К счастью, в этот раз я успел купить билеты. Уже и авиабилеты купил. Поэтому Тбилиси, жди меня. Я обязательно приеду на матч сборной Грузии. Хочется верить, что будет праздник, если не сопоставимый с тем, что было в прошлом году, по крайней мере, что матч будет яркий, может быть, больше голов будет, может быть, получится какой-то триллер, и я не против дополнительного времени серии пенальти, тем более, что в Грузии будет ответный матч. Игра в Армении вообще стоит особняком. Напишите, если вы смогли купить туда билеты. Там, я знаю, что на гостевой сектор было очень сложно их купить. Передо мной была буквально 1000 человек, и уже билетов не осталось. А продают ли армяне эти билеты, я пока совершенно не понимаю, но тем не менее тоже поездку в Армению запланировал. Надеюсь, что на игру попасть все же получится. Обязательно влоги с этих матчей ждите. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, все как обычно. Но не только сборной Грузии мы жили на прошедшей неделе. Георгий Гулиашвили продолжает творить какие-то сумасшедшие вещи в Сараево. Мне кажется, давно он уже перерос чемпионат Боснии. Я смотрел обзор матча с Железничаром, как он там убегал, как открывался. Реализация иногда подводила, да, это факт, но он сейчас капитан вообще клуба и точно полноценный лидер. Я думаю, что топ-5 уже плачет по нему. Но почему бы не приехать во Францию и не подарить нам еще несколько грузинских дерби по ходу сезона? Надеюсь, что у Георгия все получится. Ну а сейчас у него 26 игр и 17 плюс 4 в этом сезоне. Прекрасный результат. Кстати, интересно, что Сараево идет лишь на 3-м месте в турнирной таблице, и чемпионством, я бы сказал, не пахнет. Там и Борец есть, команда непростая, а лидирует команда из Мостара Зринский. Еще один интересный персонаж прошедшей недели — это Саба Гагличидзе. По ходу недели он выбил Ювентус из кубка. Не собственноручно или собственноножно, но участвовал в победе над Ювентусом в четвертьфинале Кубка Италии по пенальти. Там драматичная игра. И вот Саба там вышел во втором тайме. Здесь был матч с Дженоа в выходные. Сыграли 1-1. И Саба даже отдельный пост этому посвятил у себя в социальных сетях. Написал, что мы заслуживали победу, но это футбол, бывает и так. И, конечно, я не могу обойти стороной события, которые происходят в Грузии последнюю неделю. Нет, сейчас речь не про какие-то политические акции, протесты, а про тот снегопад, который обрушился. Кто-то в Батуми наслаждался, снимал классные видео, а кто-то страдал, потому что не все регионы Грузии были готовы к такой стихии, и очень много проблем, кто-то без света остался, где-то дороги совсем замело, и на этом фоне очень приятные новости были из стана грузинской команды, от грузинских футболистов. Сначала Саба Сапанадзе написал о том, что Хвича Кварацхелия отправил 30 тысяч лари в помощь пострадавшим от снегопада. Я не знаю конкретно на какие нужды, но это и не важно. В общем, сам факт, о чем вы многократно писали в комментариях, и я уже сам про это читал, что футболисты сборной Грузии, они больше, чем просто футболисты, они какие-то такие воины народа, которые дают гордость стране, во-первых, заявляют о стране, и и в беду тоже не бросают своих людей. Еще одна история была про Будузи Взивадзе, который помог какой-то одинокой бабушке в Кутаиси, ей не хватало на лекарства, и фотограф местного клуба, я так понимаю,
он опубликовал пост о том, что нужно собрать средства, и, не знаю, лично Зевзевадзе или кто-то из его родственников увидел, но, тем не менее, это тоже было сделано. Вот, знаете, такой парад приятных, добрых историй. Тут и Зурико Давиташвили сходил в клинику в Сент-Этьене, тоже там с детьми поиграл. В общем, это все классно, позитивно. И, наверное, если вы меня спросите, почему вообще я делаю эти выпуски про сборную Грузии, про футболистов, то вот один из ответов. Ну, а этот выпуск мне хотелось бы закончить подборкой фотографий мам футболистов, которую тоже сделал аккаунт GeoTeam, за что ему большое спасибо. Я надеюсь, он не против, что я так эти фотографии здесь использую. В общем, берегите своих родных. Надеюсь, что у вас все хорошо. И до новых встреч. Ждем матч с Ливерпулем. Обязательно превью в среду утром. Не пропустите. Поэтому подписываемся, ставим лайк. До новых встреч. to